Оба они ищут реликвии, которые их хозяева смогут выгодно продать. Пока они заняты поисками, Рико хвастается, что украла важный космический компас, но боится, что будет, если начальство узнает об этом. Время идет, и Рико отделяется от Нет, чтобы собрать как можно больше реликвий. Она в ужасе, когда натыкается на скелет, но ей удается взять себя в руки. Собрав реликвии, она отправляется дальше, но вдруг видит огромного монстра, который собирается съесть Нет на завтрак. Нет же лежит без сознания на скале, и из ее головы течет кровь. Рико видит ее издалека, начинает паниковать и свистит в свисток, чтобы отвлечь чудовище. Однако она становится приманкой для монстра и в мгновение ока спасается бегством. В процессе она теряет свои реликвии и чуть не погибает. Каким-то образом лазерный луч из леса отпугивает монстра, и он не успевает ее разорвать на куски. Все это наводит Рико на мысль, что кто-то спас ее. Из чистого любопытства она заходит в лес и видит там робота-гуманоида, который лежит на земле и спит. Сначала она подумала, что это человек, но присмотревшись к нему, поняла, что это не так. Тот факт, что перед ней машина, приводит ее в восторг, но больше всего ее интересует, откуда он взялся. Давайте назовем его Рёк, чтобы не было путаницы. Продолжая свой путь, Рико забирает Рега и встречается с Нетом на более высоком уровне бездны. При встрече с Нетом Рико извиняется за то, что оставила его. После того, как они решают свои проблемы, они возвращаются в ОРТ-Сити, переодетые в Рега. Войдя в город, они встречают простолюдина, который соглашается подвести их к месту назначения. Выпрыгнув из машины, Шиги, их друг, натыкается на них, интересуясь, кто такой Регистры. Узнав правду, Рёк предполагает, что у Рико будут неприятности, если она решит тайно поселить Рега у себя. Позже в тот же день они все вместе приходят в лес, расположенный недалеко от их приюта, и стоят у входа, пока Роза, заведующая приютом, не выходит к ним. Рико и остальные прячутся в лесу, а Шиги пробирается внутрь, чтобы выпросить у малыша Киюи разрешение отвлечь Розу, чтобы они могли незаметно войти в здание. Его план срабатывает, и Роза уходит от входа в здание, чтобы заняться Киюи, который сейчас притворно плачет над книжкой. На следующий день Рико, Нет и Шиги сидят в классе с другими детьми, которых расспрашивает Джируо, их учитель. После того, как он заканчивает, к ним подходит Роза и предупреждает, что нельзя присваивать себе реликвии. Пока она говорит, Рико нервничает, потому что она больше всех виновата в этом преступлении. Однако она успокаивается, когда Роза заканчивает свою речь и выходит из класса. Роза уходит, и Джируо обращает внимание на Рико и спрашивает ее о монстре, которого она встретила накануне. Рико с восторгом рассказывает о случившемся и чуть не забывает, что ей нужно хранить тайну. Хорошо, что она вовремя закрыла свой болтливый рот, но в будущем это все равно доставит ей неприятности. Даже после того, как ее чуть не убили, Рико умоляет Джируо отправить ее в более глубокое подземелье. Джируо, в свою очередь, не собирается идти у нее на поводу и говорит, что она еще не готова к прохождению пещерного рейтинга. Когда Джируо выходит из комнаты, Рико едва не плачет, но берет себя в руки, когда в комнату входят Шиги и Нат с Киюи. Первым, о ком спрашивает Нат, оказывается Рёк, который, по словам Рико, спит в ее комнате. Рико не видит ничего плохого в том, что Рёк находится в ее комнате, и она заставляет своих друзей присоединиться к ней, чтобы разбудить его. Позже, в тот же день, дети пытаются разбудить Рега, но у них ничего не получается, потому что Ред на мгновение открывает глаза и снова засыпает. Однако через несколько часов он просыпается и видит, что Рико бьет его током. После того, как Рико выключает электричество, Ред пытается отдышаться. Ему задают много вопросов, но у него нет времени на них отвечать, потому что Рико очень волнуется. Но когда Ред впервые заговаривает, Рико приходит в восторг и краснеет. Ее радость длится недолго, потому что в комнату входит Шиги и предупреждает ее, что из-за нее в приюте отключилось электричество. Кроме того, Джируо направляется в ее комнату, чтобы выяснить, что она задумала. Получив эту информацию, Шиги уходит с Редом, чтобы отвлечь Джируо, пока Рико прячет Реда. Она накрывает Реда одеялом и просит его не шуметь. Когда Джируо заходит в комнату Рико, он подозревает, что что-то не так. К сожалению, когда он подходит к месту, где стоит Рёк, он снимает упаковку и видит, что там никого нет. До этого момента сердце Рико бешено колотилось, потому что если бы Рёк был найден, ей бы не поздоровилось. В этот момент Джируо уводит ее, чтобы она понесла наказание. Через несколько минут надоедливый Рёк возвращается в ее комнату и видит, что Рёк рассматривает свои механические части в зеркале. Она признается, что сбежала от Джируо, и он, возможно, ищет ее. Когда Рёк слышит вдалеке голос Джируо, он говорит Рико, чтобы она держалась за него, и они вместе выпрыгнут в окно. Прежде чем Джируо успевает войти в комнату, Рёк высовывает из окна свою механическую руку, чтобы она послужила ему опорой, пока он будет прыгать вместе с Рико. Рано утром Рико ведет Рега на высокую точку в городе, где находится ветряная мельница. Рико улыбается и говорит Регу, что сейчас произойдет что-то интересное. Через несколько секунд восходит солнце и освещает все вокруг, делая пейзаж еще красивее. Именно в этот момент Рико рассказывает Регу о городе Орте и бездне, которая находится под ним. Рико чувствует, что Рёк пришел из глубин бездны, потому что именно там она его нашла. Около 19 веков назад на отдаленном острове в Южном море Билуска была обнаружена огромная яма. Остров был окружен этой ямой, и в ней были найдены ценные и опасные первобытные существа и удивительные реликвии. Эти редкие предметы привлекали искателей приключений, которые стремились разбогатеть, и со временем на острове вырос огромный город. Или в тот вечер Рико принимает у себя в комнате Нета, Рега
и Шиги, рассказывая им о космическом компасе, который она недавно украла. Она в восторге от того, что у нее есть компас и робот, но со временем Шуги начинает подробно рассказывать о долгах, которые накопились в бездне. По его словам, человек, попадая на более глубокие уровни бездны, испытывает разные трудности и боль. Он называет это явление проклятием бездны, но Рико возражает ему, полагая, что Рёк будет устойчив к этим проклятиям. Шуги сразу переходит к делу, пытаясь найти в общей книге реликвий что-нибудь похожее на Рега. Но ничего похожего на Рега там нет. В результате Рико начинает подробно объяснять функции Рега. То, как она перечисляет все его возможности, заставляет Рега чувствовать себя неловко, потому что она рассказывает о его интимных частях тела. Наконец, она замолкает, когда Шуги просит ее прекратить, потому что Рёк чувствует себя неловко. Затем Шуги говорит, что Рега могут забрать, если начальство узнает, что он особенный. Он напоминает Рико об их работе на следующий день, но Рико предлагает спрятать Рега в своей комнате. Шуги отвергает идею Рико и предлагает новую, которая заключается в том, чтобы Рёк выглядел как человек, чтобы приют мог его принять. На следующий день Рико, Шуги и Нет прячутся за деревом, пока Джируо проводит собеседование с Регом. Рико чуть не описалась от страха, потому что ей показалось, что Рёк не пройдет собеседование, но она успокоилась, когда Джируо принял Рега в приют. Так Рёк стал учеником приюта Белчера, который готовит будущих исследователей пещер. Его успехи в первые дни учебы в школе поразили некоторых его одноклассников, потому что он оказался очень сильным. Тем временем Рико ведет себя очень легкомысленно на уроках, и однажды Роуз строго ее наказывает. Проходит несколько унизительных дней, и Рико забредает в магазинчик, где торгуют всякой всячиной, и наблюдает за птицей, которая гоняется за летающим монстром. Продавец Лей улыбается ей, потому что она любит смотреть на такие вещи. Затем Лей читает письмо, присланное неким дядей Хабо. Оказывается, что Хабо находится в бездне на очень глубоком уровне. Услышав это, Рико начинает мечтать о том, чтобы стать белым свистуном. В это время в магазин заходит покупатель и просит продать ему какую-то вещь. Никто не видит, как Рёк протягивает руку и берет эту вещь для покупателя. Лей аплодирует ему, говоря, что он быстро схватил эту вещь, не зная, что Рёк робот. Примерно через 2 месяца Рёк стоит на улице с Киюи и думает о том, сколько времени он провел в приюте. Он не собирается становиться пещерным рейдером, и его ждет первый рейд. Рядом с ним стоит Киюи, который тоже хочет стать пещерным рейдером, но он еще слишком мал. Вскоре появляется Рико и сообщает им, что отряд дяди Хаба возвращается из бездны. Она тащит Рега за собой, чтобы он увидел дядю Хаба на большом пирсе. На большом пирсе группа жителей деревни удивляется, почему Хаба дарит белый свисток одному из слуг. Один из жителей замечает это и кричит, что свисток принадлежит некой Лизе, истребительнице. Рёк, в свою очередь, удивляется, почему Лизе подарили свисток. Тем временем Рико грустит, потому что Лиза ее мать. В тот же день, ближе к вечеру, начальство устраивает небольшой праздник в честь рейдеров, начиная с самого младшего ранга и заканчивая белыми свистками. Больше всего чествуют Лизу, потому что ее открытия привели к множеству открытий в городе. Жители деревни радостно приветствуют Лизу, когда видят ее выступление на большом экране. Тем временем Рико сидит в одиночестве в углу, держа в руках белый свисток, который ей подарил Хаба. Несколько часов назад Хаба подарил ей этот свисток, и она решила, что ей не следует его носить. Тогда Хаба рассказал ей о документе, который Лиза отправила на поверхность, и пообещал, что Рико получит его после того, как он будет проанализирован. Рико возвращается в реальность, когда Джируо окликает ее по имени. Джируо удивляется, почему Рико не пришла на праздник, ведь для города это очень важно. В то же время Рико больше всего интересует, какой была ее мать. Поскольку Лиза была наставницей Джируо, она расспрашивает его о поведении своей матери. Джируо рассказывает Рико о том, что произошло, когда Рико было 2 года. Лиза была довольно известной, хотя у нее было много вредных привычек, таких как пьянство, ввязывание в неприятности и соблюдение странных диет. В какой-то момент Джируо спрашивает о глазах Рико, а затем объясняет, что ее зрение ухудшилось из-за проклятия, наложенного на нее в бездне. Когда Лиза была беременна Рико, она находилась на 4-м уровне бездны со своей командой. В то время на ее команду напали, и с каждым часом их становилось все меньше. Она выполняла задания по поиску некоего артефакта для государства, и в результате торка отец Рико погиб в бездне. Через несколько месяцев в бездне родилась Рико, и ее мать поместила ее в реликвию, защищающую от проклятия. Однако реликвия была слишком тяжелой, и ее команда не могла больше ее нести. Именно в это время Лиза оставила реликвию, за которой охотилась, чтобы выбраться из бездны вместе с Рико. После того, как Лиза выбралась из бездны, она сокрушалась, что не смогла уберечь глаза Рико от проклятия бездны. Джируо заканчивает свой рассказ и спрашивает Рико, что она будет делать с жизнью, которую ей подарила мать. Услышав это, Рико на мгновение задумывается, благодарит Джируо за рассказ и убегает навстречу со своими друзьями. Однако оказывается, что Лиза вернулась
вернулась за реликвией и свела счеты с государством, которое ее туда отправило. На следующий день Шиги и Нед замечают, что Рико ведет себя как-то странно, она выглядит очень счастливой. Рёк немного беспокоится за нее и спрашивает, что случилось. В это время появляется Джируо и сообщает Рико, что теперь она может прочитать письмо, которое прислала ее мама. Просматривая недавние документы Лизы, Рико и Рёк обращают внимание на существ, с которыми она столкнулась. Больше всего Рико шокирует рисунок Рега в письме. В конце письма написано: «Внизу, в преисподней, я буду ждать тебя». Позже, тем же вечером, Рико показывает этот отрывок из письма Нету и Шиги. Она собирается спуститься в пропасть, чтобы увидеться с матерью, но Нет не согласен с ее планами. Он говорит, что это будет самоубийством, если она спустится в пропасть одна, и между ними разгорается спор. Тем временем Ред озадачен содержанием письма Лизы. Позже Рико и остальные подробно рассказывают о том, что Лиза обнаружила во время своего последнего погружения. В документе содержится информация и свидетельство о том, что Ред был в пропасти. На следующий день Ред вместе с Нетом отправляется в пещеру и выполняет его указания. В пещере Ред находит множество древних реликвий и решает их сохранить. Он продвигается дальше и находит другие реликвии, но пугается, когда видит на своем пути скелет. Однако глупый Нет пользуется случаем, чтобы рассказать Риджу страшную историю о том, как дети умирают, когда смотрят на себя в зеркало в свой день рождения. После этого Редж говорит о том, что на дне пропасти он найдет ответы на свои вопросы. Поскольку он ничего не помнит о своем прошлом, он чувствует, что найдет ответы, когда спустится в пропасть. Тем временем Нет твердо стоит на своем, утверждая, что Рико слишком молод, чтобы спускаться в пропасть. Позже тем же вечером Редж и другие исследователи пещер возвращаются в приют. Нета по дороге начинает тошнить из-за проклятия пропасти, а Редж чувствует себя нормально. После того, как Нета вырвало и он продолжил путь, Редж остановился и задумался о том, что он тоже реликвия. Он даже спросил себя, не из потустороннего ли мира он родом. В тот вечер, когда Шиби, Нет и остальные ребята отдыхали, Рико призналась, что готова отправиться в бездну. Это потрясло Нета, когда он узнал, что Рико настроена серьезно. Редж добавил, что тоже отправится в бездну вместе с Рико, и Нет предположил, что Редж уговорил Рико отправиться в бездну. Рико разрыдалась, когда Редж сказал, что хочет выяснить, кто он такой и что он там найдет. Шиги был возмущен тем, что Редж собирается отправиться в бездну без всякого плана, и поэтому он показал им карту бездны. Он использовал структуру карты, чтобы объяснить, какие слои бездны существуют и чем они отличаются друг от друга. По его словам, 6-й уровень бездны – это опасная зона, из которой даже белые свистки не возвращаются. Однако он тут же сам себя опроверг, сказав, что с этой глубины можно отправлять письма. Он не преминул отметить, что если кто-то кроме белого свистка отправит письмо на поверхность, то информация будет считаться недостоверной. Это связано с тем, что считается, что проклятие бездны заставляет человека терять рассудок или даже сходить с ума. Услышав это, Рико все равно заявила, что отправится в бездну. Это разозлило Нета, и он набросился на нее, сказав, что она должна подумать о том, почему только свисток Лизы смог подняться на поверхность. Затем он закричал, что Лиза давно умерла, и Киюй заплакала. Рико тоже убежала, расстроенная тем, что Нет сказал ей обидные слова. Сразу после полуночи Рико собралась покинуть приют вместе с Реджем. По дороге Шиги и Рёк говорят ей, что она не должна уходить от Нета в ссоре, потому что они могут больше никогда не увидеться. Рико чувствует себя виноватой из-за того, что Нет сделал, но после долгих уговоров Рега готова с ним помириться. После того, как Рико и Шиги выпрыгивают из окна, Рёк направляется в другую комнату, чтобы найти Нета. Он некоторое время ищет его и узнает, что Нета в здании нет. По пути он сталкивается с Джируо и на несколько секунд впадает в панику. Когда его спрашивают, куда он идет, он отвечает, что хочет в туалет. Джируо спрашивает о Рико, и Рёк врет, что она тоже пошла в туалет. Ему удается выкрутиться, сказав, что Рико пошла в туалет. Джируо просит его присмотреть за Рико. Рано утром Рёк встречается с Рико и Шиги на другом конце города. Шиги предлагает другой вход в бездну, так как главный вход хорошо охраняется. В этот момент появляется переодетый Нет. Он признается, что был неправ, и извиняется перед Рико за все, что наговорил ей накануне. Рико мгновенно прощает его, потому что хочет помириться и попрощаться. Услышав это, Нет ведет их в трущобы, чтобы Рико и Рёк могли войти в бездну. По дороге он все еще пытается отговорить Рико от похода в бездну, хотя и понимает, что ничего не может с этим поделать. Вскоре они все вместе оказываются в том месте, где Рико и Рёк должны войти в бездну. В какой-то момент Нет замирает, когда зовет Рико, и она плачет, пытаясь сказать ему то, что у нее на душе. Рико облегчает ему задачу, говоря, что они все равно будут вместе, даже если она больше никогда его не увидит. В назначенное время Реджи и Рико прощаются с остальными, постепенно спускаясь в пропасть. Рико просыпается утром и обнаруживает, что находится в объятиях механических рук Реджи. Через несколько минут она приходит в себя и толкает Реджи в плечо, отчего тот просыпается самым необычным образом. Реджи оглядывается вокруг и понимает, что они находятся на глубине 820 метров. Услышав это, Рико убегает, чтобы полюбоваться окрестностями. Реджи следует за ней и замечает, как
ярко и красиво выглядит этот слой пропасти. Рико, в свою очередь, оборачивается и улыбается Реджи, радуясь, что никто из жителей Земли не сможет добраться до них на такой глубине. Однако ее радость быстро проходит, когда черви в животе Реджи начинают звать на помощь. Реджи использует свои навыки рыбака, чтобы поймать рыбу на завтрак. После того, как он успешно ловит рыбу, Рико разводит костер и готовит из нее вкусное блюдо. Когда Реджи начинает есть, он замечает, что эта еда слаще, чем та, которую Рико готовила ему раньше. После того, как дети заканчивают есть, Рико достает космический компас. Реджи замечает это и спрашивает, что это за устройство, но Рико рассказывает ему о принципах его работы. Однако из-за неосторожного поведения Рико компас падает в водопад. Реджи успевает среагировать, но не может поймать его даже своей механической рукой. Компас падает в водопад, и Рико очень расстраивается. Рико плачет навзрыд, прекрасно понимая, что пройдет еще много времени, прежде чем она снова увидит компас. Она немного успокаивается, когда Рёк протягивает ей красный запечатанный конверт. Пока Рико изучает содержимое конверта, она понимает, что там фотографии, похожие на те, что недавно прислала ее мать. Когда она говорит об этом, Рёк признается, что столкнулся с Джируо перед тем, как покинуть приют. У него есть основания полагать, что Джируо положил документ ему в карман, потому что только он мог это сделать. Услышав это, Рико предполагает, что Джируо подбадривает ее, но она сомневается в этом, когда видит в конверте записку. В записке говорится: «Я отправлюсь на рассвете, чтобы поймать тебя». Эти слова пугают Рико до чертиков, потому что она провела несколько часов в той части бездны. Однако она паникует и говорит Регу, чтобы он приготовился, и они могли бы спуститься еще глубже в бездну и не попасться. Спускаясь на нижний уровень бездны, Рико размышляет о своем положении и задается вопросом, не проверяет ли Джируо ее выдержку. Когда она достигает подножия скалы, она пугается, увидев гигантского паука, ползущего в нескольких футах позади нее. Прежде чем паук успевает добраться до Рико, Рёк нападает на него и использует его шею как опору, чтобы спуститься на другой уровень бездны. К счастью, оба ребенка добираются до места назначения целыми и невредимыми, но Рико выглядит очень уставшей после всего, что произошло. Рёк замечает это, хотя Рико и пытается казаться бодрой. В какой-то момент оба бурундука достигают границы облаков, отделяющей первый слой бездны от второго. Рико очень взволнован видом облаков, а Рёк тем временем пытается понять, что за голос звучит у него в голове. Рико устает, и когда они останавливаются, чтобы передохнуть, замечает в нескольких метрах от себя отблеск света. Когда он находит источник света, то видит, что за ними гонится пещерный разбойник. Он хватает Рико и бежит, чтобы их не поймали. Они бегут несколько минут, но Рёк останавливается и понимает, что разбойник находится прямо над ними. Рико в панике, но разбойник, заметив их, успокаивается и оказывается Хаба. Хаба подходит к ним и, схватив Рега, начинает его трясти. Он знает, что Рёк — реликвия из бездны, и ему интересно, как он работает. Рико пытается знаками объяснить Регу, чтобы тот бежал, когда у него появится такая возможность. Хаба смеется над этим и говорит, что он здесь не для того, чтобы их поймать. Он рассказывает, что Шиги и Нет приходили к нему и умоляли помочь Рико и Регу попасть во второй слой. Тогда Шиги сделал ему заманчивое предложение, рассказав, что Рёк — реликвия. Теперь в настоящем Хаба хочет выполнить свою часть сделки и помочь детям попасть во второй слой. К сожалению, Рико вежливо отказывается, объясняя это тем, что она проходит испытание Джирю. После того, как она все объяснила Хаба, он успокоился, но затем предложил Рико несколько вещей, которые облегчат ее путешествие. Он также сказал ей, чтобы она была начеку и не теряла бдительности, потому что в лагере искателей во втором слое ее будет ждать некий страж. Он сказал, что этот страж — тот самый человек, который в прошлом помог Лизе вынести Рико на поверхность. Рико была очень рада увидеть человека, который спас ее в младенчестве, несмотря на то, что Хаба предупреждал ее быть начеку. Перед тем, как уйти, Хаба обнял детей и попросил Рега позаботиться о Рико. Время шло, и Рёк с Рико медленно спускались во второй слой бездны, используя механическую руку Рега. Рико была очень взволнована, потому что чувствовала, что прошла испытание Джируо. Тем временем Рёк думал о том, что теперь пути назад нет. Исследуя второй слой бездны, Рико заметила несколько листьев и сказала Регу, что они указывают на север, а ветки — в центр бездны. Рёк был удивлен ее наблюдательностью и похвалил ее, отметив, что она умнее, чем кажется на первый взгляд. Внезапно Рёк услышал вдалеке чей-то голос и бросился на звук, а Рико последовала за ним. Они увидели огромного монстра, который пожирал человека. Сначала Рёк хотел вмешаться, но Рико предупредила его, что это может быть ловушкой. Когда монстр обернулся, Рёк понял, что она, возможно, права. Похоже, он заманивал новую жертву. В этот момент Рико спасла Рега от нападения похожего на птицу монстра, но сама попала в ловушку. Несмотря на все попытки Рега спасти ее, его механическая рука была зажата птицами. Рико унесли, и она потеряла сознание. Обезумев от отчаяния, Рёк выстреливает из руки электромагнитным лазерным лучом, который испаряет птиц и убивает того, кто держал Рико.
К счастью, он успевает подхватить ее, прежде чем она упадет на землю. Положив ее на землю, чтобы она отдохнула, Рёк смотрит на то, что он натворил, и понимает, что одна единственная ошибка могла стоить Рико жизни. Он начинает сомневаться в своем существовании и в том, кто он есть на самом деле. Рико приходит в себя через несколько часов и видит, что Рёк переоделся. Сначала ей это кажется странным, но Рёк пытается объяснить, почему он снял с нее одежду. Рико слушает его несколько минут, а потом уверяет, что все в порядке, ведь он робот. Но когда она оборачивается и видит, что натворил Рёк, у нее перехватывает дыхание. Рёк чувствует себя виноватым, но Рико считает, что это пойдет ему на пользу, если он научится контролировать свои способности. К сожалению, пока Рико объясняет ему свои мысли, Рёк слабеет и теряет сознание. Во сне он видит того же монстра, который пожирает внутренности Рико. От этого страшного зрелища он приходит в себя, а Рико кричит. Рико замечает, что Рёк очнулся, и сразу же спрашивает, все ли с ним в порядке. Рёк же больше озабочен тем, почему Рико кричала, пока он спал. Когда он спрашивает ее об этом, Рико признается, что потеряла свой блокнот, в котором записала все, что знает о Рёге. В глубине души Рёк рад, что блокнот исчез, потому что в нем были фотографии его тела и интимных частей, которые его смущали. Но его радость быстро проходит, когда Рико говорит, что она напишет новый блокнот. Позже Рико готовит обед из мяса, которое она недавно раздобыла. Запах еды привлекает Рега, который с нетерпением ждет, когда она будет готова. Рёк начинает есть и понимает, что еда очень вкусная, но у нее странная консистенция. Когда он говорит об этом, Рико признается, что она использовала мясо предыдущих монстров, чтобы приготовить обед. Это шокирует Рега, потому что он только что съел это мясо, а еще потому, что такие монстры тоже едят людей. Рико, напротив, с удовольствием ест свою порцию, а затем начинает читать какую-то абсурдную лекцию о том, что можно есть все, что угодно, даже из бездны. Она продолжает говорить о каком-то круговороте жизни, и Рёк даже соглашается с ней и забывает, что мясо, из которого она приготовила обед, его раздражало. На следующий день Рёк и Рико спускаются на нижний уровень бездны, пытаясь добраться до лагеря искателей. По дороге у них возникают некоторые трудности, но, к счастью, благодаря броне и механическим рукам они остаются невредимыми. Позже в тот же день дети добираются до перевернутого леса, где законы физики не действуют. Рёк пытается дотянуться до дерева своей механической рукой, но ветер мешает ему. В этот момент он понимает, что больше не может использовать свои способности. Тем временем Рико стоит позади него, дрожа от холода. Когда Рёк замечает это, он предлагает ей свою одежду, чтобы она согрелась. В этот момент какие-то монстры, похожие на обезьян, начинают бросать камни в Рега и Рико, разозлившись на то, что дети находятся на их территории. Рёк и Рико тут же убегают, чтобы их не съели заживо. К счастью для них, доспехи из мифрила позволяют Регу вытянуть руки и спасти Рико от монстров. Когда они направляются в другую часть леса, Марулк замечает их и докладывает о своих наблюдениях своему хозяину. Однако, обернувшись, она видит, что ее хозяин уже вышел из комнаты. На улице Рёк и Рико подходят к месту, которое напоминает лагерь искателей, описанный в книге. Здесь Рёк протягивает руку, чтобы дотянуться до вершины, но понимает, что там кто-то есть. Это никто иной, как Азен, неподвижная стражница, о которой упоминал Хаба. Азан отпускает руку Реги и опускает платформу, чтобы позволить посетителям подняться в лагерь искателей. Когда платформа поднимается, Рико чувствует, что ей становится хуже, и она испытывает какой-то дискомфорт. Однако, когда платформа достигает своей цели, ей становится легче. Азан появляется с другой стороны и не скрывает своего устрашающего вида. Рико с восторгом смотрит на Азан и спешит представиться ей. Внезапно ее начинает тошнить, и она идет, чтобы ее вырвало. Азан молча насмехается над ней, потому что Рёк выглядит вполне здоровым и не подвержен проклятию бездны. Тем временем Рёк очень беспокоится о росте Азан, ведь она выше 2 метров. Когда Рико и Рёк попадают в лагерь искателей, Азан представляется гостям, внимательно рассматривая белый свисток Лизы. Несмотря на суровый характер Азан, Рико все же находит способ поблагодарить ее за то, что она спасла ей жизнь в прошлом. Азан напоминает ей, что она получила бы реликвию, которую искала Лиза, если бы Азан не вынесла ее на поверхность в прошлом. В этот момент в комнату входит ученица Азана, чтобы ее наставник не сорвался и не набросился на Рико. Азан замечает, что в Абисе на 2-м уровне свистеть в красный свисток запрещено, и Рико быстро достает письмо от своей матери Лизы, чтобы доказать, что ее вызвали. Прочитав письмо, Азан вздыхает и отходит в сторону, позволяя Марулку побеседовать с гостями. Когда она выходит из комнаты, Марок предлагает им синие свистки, чтобы скрыть их истинный ранг от посторонних. Затем Азан приказывает им вернуть свистки, когда они будут готовы уйти, и оставляет у себя свисток Лизы в качестве гарантии, что дети вернутся. В отсутствие Азана Марок проводит экскурсию по лагерю искателей. Она ведет их в другую часть лагеря, где Рико и Рёк смогут освежиться. В комнате есть душ, и Рико очень рада этому, потому что от нее пахнет рвотой. После того, как Рико принимает душ, она переодевается, и Рёк тоже идет в душ. Когда они заканчивают, приходит Марок и предлагает им поужинать. Из чистого любопытства Рико спрашивает ее, почему она в столь юном возрасте носит синий свисток. Марок отвечает, что она служит легендарному белому свистку,
поэтому ее ранг выше, чем у сверстников. Кроме того, она с самого рождения живет в Абиссе и не переносит солнечный свет. После того, как она объяснила это Рико и Регу, она предлагает им поесть. Тем временем Азан стоит снаружи здания и смотрит на свисток Лизы. Свисток напоминает ему о легендарной Лизе, но он тут же возвращается к реальности. Время идет, Рико рассматривает реликвии в комнате. Она сравнивает несколько реликвий и замечает, что они имеют одинаковую форму. Рико, которая немного помешана на реликвиях, предлагает Мароку как-нибудь сходить в пещеру. Предложение кажется Рико заманчивым, но она вежливо отказывается, потому что у нее нет времени. Марок немного расстраивается, но она улыбается, потому что ей все равно удается поговорить с Реджи и Рико. Ночью Рико просыпается от того, что ей хочется в туалет, и идет в ванную. По дороге она слышит какой-то странный звук и идет на него. Она находит монстра, которого никогда раньше не видела. Испугавшись, она бежит обратно в свою комнату и прячется под одеялом Реджи. На следующее утро Реджи обнаруживает, что его просто не мокрые, потому что Рико описалась ночью. Он думает, почему Рико встала с кровати и описалась на его постели. Рико рассказывает, что произошло ночью. Для Марока это звучит как детская сказка, и она смеется, говоря, что в лагере искателей нет никаких призраков. Тем временем Реджи весь в поту. Он пытается убедить себя, что призраков не существует. Азан внезапно выходит из тени, хихикая над разговором детей. Затем она приглашает Рико пойти с ней, если та действительно хочет узнать правду. Азан уходит, а Рико, Реджи и Марок следуют за ней в другую часть лагеря искателей. По дороге Азан достает свисток Лизы и прямо говорит Рико, что ее мать умерла. Она объясняет, что нашла письмо Лизы на могиле, и оно было совсем недавним. Рико потрясена, потому что она думала, что ее мать жива. Азан также отмечает, что вторая записка в письме написана не рукой Лизы, и она понятия не имеет, как эта записка оказалась на могиле. Азан ведет себя угрожающе, пытаясь понять, есть ли у Рико желание докопаться до сути. Вскоре Азан добирается до места назначения и открывает дверь в свои личные покои. Рико теряется, разглядывая реликвии, но одна из них в центре комнаты привлекает ее внимание. Белые свистульки – это самые лучшие из всех пещерных искателей. Вооруженные реликвиями из бездны, они лично занимались раскопками. У каждого из них есть прозвище, которое его характеризует. Среди них есть один, который превосходит всех по физической силе, и это никто иной, как Азан неподвижная. На поверхности Хаба рассказывает Наду и Шиге о могуществе Азан, в том числе о том, что Азан уже 50 лет является белым свистуном. Однако Хаба считает, что встреча Азан с Рико может быть непростой, но он надеется, что Рёк защитит ее. Вернувшись в лагерь искателей, Рико узнает, что реликвия в виде куба, которая находится в комнате, использовалась для защиты ее от проклятия бездны, когда она была еще младенцем. Азан использует свою свистульку, чтобы активировать реликвию, а затем объясняет, что это значит. Однако она приходит к выводу, что это противоречит первоначальному предназначению куба. По ее словам, все, что находится внутри куба, все равно будет подвержено проклятию, а после смерти снова начнет двигаться. Она даже рассказывает, что использовала Рико, чтобы раскрыть скрытые возможности куба. Когда Рико родилась, Азан уже была мертва. Так как Лиза была обузой для нее, она поместила ее в куб и обнаружила, что та ожила. В настоящем времени Аза рассказывает, что прошлой ночью ей стало скучно, и она положила кусок мяса в куб, но оно оттуда сбежало. Но через некоторое время мясо испортилось. И вот, сравнивая это с Рико, она задается вопросом, сколько еще продержится тело Рико, прежде чем перестанет функционировать. Рико плачет, когда ее сравнивают с куском мяса, и Марулк просит Азена прекратить. Но Азен продолжает, говоря Рико, что он ее ненавидит. Рёк не выдерживает и пытается возразить Азену, но тот его побеждает. Даже когда Азен со всей силы прижимает Рега к полу, он легко высвобождается и поднимает его, как будто Рёк — это лист бумаги. Затем Азен проверяет его на прочность, ударяя его об пол. Рёк кричит от боли, когда Азен его избивает, но по крайней мере после побоев он остается целым. Рико встает и пытается помочь Регу, но получает удар от Азена. Она падает на пол, а Рёк чувствует себя виноватым, что не смог ее защитить. Подумав об этом, он вырывается из рук Азена и готовится выстрелить лазером. Пока в его руке накапливается энергия, Азен гадает, какой новый трюк он может придумать. Ведьма хватает Рега за руку и направляет ее на Рико, чтобы посмотреть, на что способен лазер. В шоке Рёк отводит руку вверх, и лазер пролетает мимо лица Рико. Азен улыбается, глядя на мощь лазера, и его мало волнует, что могло бы случиться с Рико, если бы луч попал в нее. Сердце Реджинальда переполняет гнев, и он с силой набрасывается на Азена. Когда дым рассеивается, он видит, что тело Азена покрыто защитными артефактами. Азен принимает свой истинный облик, и Реджин в ужасе отступает, готовый сражаться с ним. Единственное, что слышит Бро, это удар в лицо, после чего он теряет сознание. Рико просыпается и видит, что Реджин лежит на полу, а Азен держит его за руки. Она плачет и кричит, чтобы Азен остановился, но это не помогает. Азен отпускает Реджина и наносит ему удар в живот, чтобы тот почувствовал боль. Через несколько часов Реджин просыпается
просыпается и видит, что Рико сидит рядом и плачет. Риджин тоже плачет, когда понимает, что отключился в тот момент, когда был нужен Рико больше всего. Теперь в лагере появились другие пещерные рейдеры, и они в замешательстве смотрят на то, что происходит. Один из них обращается к Риджину и представляется членом отряда Азена. Азен, напротив, загадочно улыбается, потому что она специально сделала все это, чтобы проверить Рико. Риджин даже не может поверить, когда Азен признается, что она вела себя отвратительно, хотя ее жуткая натура никуда не делась. Затем она приказывает Маруку позаботиться о Риджине, чтобы тот поскорее восстановил силы. Выходя из комнаты, Азен приказывает детям готовиться к интенсивным тренировкам. Перед тем, как уйти, она останавливается в дверях и сообщает шокирующую новость. Она солгала о смерти Лизы и ее могиле. Эта новость ошеломляет Рико, потому что в ней теплится надежда, что ее мать все еще жива. Вспоминая прошлое, когда Лиза была еще ребенком и жила в приюте, она восхищалась Азан. Тогда Лиза была всего лишь маленькой девочкой, но мечтала стать такой же, как Азан, и чтобы та была ее наставницей. Шли годы, и вот Лиза вернулась к Азан, но уже с черным свистком, свидетельствующим о ее взрослении и решительности. Азан улыбается, вспоминая эти события. На следующий день Азан ведет детей в отдаленную часть лагеря искателей приключений, чтобы провести тренировку. По прибытии она говорит Рико и Регу, что они должны прожить в этом месте 10 дней, чтобы проверить свои инстинкты выживания. Она указывает на дерево в глубине леса, отмечая, что это граница, которую они не должны пересекать, если хотят пройти испытания. Перед тем, как оставить их одних, Азан строго предупреждает Рега. Он должен защищать Рико, не используя свой лазер во время испытания на выживание. Она объясняет, что Рег слишком долго восстанавливается после использования лазера, и если он будет выведен из строя, Рико останется беззащитным. Она также противоречит сама себе, говоря, что Рег может использовать свой лазер только тогда, когда будет уверен, что убитое им чудовище больше не вернется. С этими словами Азан уходит, и начинается настоящее испытание. Через несколько минут после того, как Азан уходит из леса, Рег следует за Рико, чтобы найти источник чистой воды. Они подходят к светящемуся пруду, где Рико видит красивых светлячков, плавающих в воде. По словам Рико, присутствие светлячков говорит о том, что вода чистая. Как только Рико пытается набрать воды, из воды выскакивает монстр, похожий на гиппопотама, и нападает на нее. Хорошо, что Редж достаточно проворен, чтобы не дать Рико превратиться в закуску, но самое печальное, что они не могут снова добраться до пруда. По прошествии времени Редж помогает Рико собрать кое-какие материалы, которые они смогут использовать, чтобы укрыться в лесу. Через некоторое время Рико разводит костер, но в итоге тушит его из-за мух, которых он привлекает. Примерно через 2 дня Азан стоит в своем лагере и наблюдает за успехами Рико и Реджа. Судя по информации, которую она получает, Рико с трудом преодолевает свои физические ограничения, в то время как Редж колеблется в принятии решений, несмотря на всю свою силу. В лесу Редж чувствует горечь рога бегемота, когда его швыряют на землю. На 5-й день испытания Рико разрабатывает план, как покончить с бегемотом навсегда. Редж ознакомился с планом, и ему понравилось только то, что для привлечения упомянутого монстра нужно использовать что-то настолько раздражающее, как навоз. В назначенное время Рико использует приманку, чтобы привлечь бегемота, в то время как Редж занимает позицию сразу за деревом. Когда бегемот появляется, Рико подает сигнал Реджу, и тот своими механическими руками привязывает бегемота к дереву. Азан наблюдает за происходящим издалека и вспоминает то время в прошлом, когда она была с Лизой. Тогда у Лизы сформировалась особая связь с ней, и она всегда беспокоилась о своей безопасности, находясь в бездне. Со временем Лиза познакомилась с Торко и вышла за него замуж, но Азан был потрясен. В то время, когда Торко умер и родился Рико, Лиза изменилась, и это раздражало Азана. Азан чувствовал, что Торко и Рико заставили Лизу стать мягче, так как она горевала. Одна вещь, которая тогда ее потрясла, была связана с тем, что она узнала, что Рико передвигается в кубе, защищающем от проклятий. В настоящем же Рико и Редж наслаждаются вкусной едой, приготовленной из мяса бегемота. Бегемот больше не мешает Рико, и она с оптимизмом смотрит на то, что Редж успешно пройдет испытание. В последний день испытания Марк видит, как Рико и Редж возвращаются в лагерь искателей. Она не теряет времени даром и предоставляет им возможность подняться наверх, а когда Рико поднимается, она падает на пол. Пока она лежит без сознания, Марк хвалит Реджа за то, что он выжил в диких лесах в течение 10 дней, потому что она все это время наблюдала за ними. После того, как Марк выходит из комнаты, Редж замечает, что с его шлемом что-то не так, когда он надевает его. Хотя Рико крепко спит, обжора просыпается, когда Марк по неосторожности упоминает о еде. Во время ужина Рик рассказывает Азану историю о том, что произошло с ней за 10 дней ее испытания. В какой-то момент Азан говорит о том, что время в глубинах бездны течет медленнее, чем на поверхности. Время в бездне течет медленнее, и, судя по ее интуиции, Лиза находится в безопасности где-то в бездне, хотя прошло уже много лет с тех пор, как она покинула поверхность. От радости Рико бросается обнимать Азана, но получает шлепок по лицу. Азан предупреждает детей о безжалостных белых свистунах, обитающих в следующем слое бездны, и просит их любой ценой избегать этих опасных существ. С другой стороны, Редж приходит в ужас от мысли, что есть белые свистуны, которые еще страшнее, чем Азан. В ответ Азан бьет его по лицу, как и Рико, чтобы развеять все сомнения. Затем она говорит, что на дне пропасти Рико может ожидать нечто неизвестное. Азан выражает сомнение в том, что почерк в последнем письме Лизы был настоящим, намекая на то, что все не так, как кажется. После ужина Азан ведет детей в комнату, где вручает Рико оружие под названием «Пламя возмездия». Это мощное оружие когда-то использовала сама
сама Лиза, проливая им реки крови. Азан предлагает научить детей пользоваться этим оружием, поскольку лазер Реджи не всегда является идеальным вариантом. Рико улыбается, но внимательно слушает, как Азан делится с ним секретными знаниями. На следующий день дети готовятся покинуть лагерь искателей и отправиться на следующий уровень пропасти. Марок очень расстроена их отъездом, потому что за время их короткого пребывания в лагере она успела привязаться к ним. Она плачет, а Рёк и Рико обнимают ее, чтобы успокоить. Тем временем Азан находится в лагере искателей и вспоминает о Лизе. Лиза рассказывала ей о своем сыне Рико и умоляла Азан рассказать, что она, возможно, уже стала ходячим трупом. Она даже дошла до того, что попросила Азан передать Рико, что она ждет его на дне пропасти. То, что раньше казалось шуткой, сейчас предстает перед глазами Азан в реальности. Азан вспоминает эти моменты и смеется. Тем временем Рико и Рёк направляются к третьему уровню пропасти, который называется Великий Разлом. Спустившись в Великий Разлом, Рико видит шахту, о которой говорил и Азан, и сообщает об этом Регу. Рико использует свои механические руки, чтобы с помощью рычага опустить Рего в шахту. На поверхности Нед задается вопросом, на каком уровне бездны находятся Рико и Рего. Шиги смотрит на карту и точно определяет местоположение Рико. У него есть основания полагать, что подъем на этот уровень бездны будет более сложным, чем на другие уровни. Рико и Рего добираются до другой стороны шахты, где видят множество животных, похожих на кошек. Рико замечает выход из пещеры, но пугается, когда на них нападает летающий монстр. Рего видит проход в другую часть пещеры, а Рико использует животных в качестве приманки, чтобы отвлечь внимание летающих монстров. Когда они добираются до другой части пещеры, до них доносится какой-то звук, который пугает Рего. Однако он приходит в себя, когда Рико указывает в направлении другого прохода. Через некоторое время Рико и Рего добираются до заброшенного корабля, застрявшего в пещере. Исследуя местность, Рико наступает на что-то и понимает, что находится в логове монстра. Монстр быстро появляется и пытается убить Рико, но Рой вмешивается и спасает ее. Он даже подумывает о том, чтобы использовать свой лазер, чтобы остановить монстра, и вспоминает, что Азан говорил об этом раньше. Несмотря на это, он использует лазер и напоминает Рико, что скоро потеряет сознание. Тем временем у Бро возникают проблемы, когда на пещеру нападает тот же монстр. Рико умоляет стаю животных расчистить ей путь, чтобы она могла сбежать вместе с Риго. Наконец, животные соглашаются, и Рико убегает вместе с Риго. Перед тем, как Рёк отключается, он говорит Рико, чтобы она оставалась на месте, иначе на нее нападут. После того, как свет в комнате гаснет, Рико вспоминает о своих ежедневных обязанностях. Она тут же вытаскивает механические руки Рега и использует их, чтобы удержать его вес, пока сама ищет что-нибудь съедобное. Пока Рико ищет еду, она устает от того, что ей приходится тащить на себе Рега. Она останавливается, почувствовав запах чего-то съедобного. Она идет на запах и находит что-то вроде отверстия в земле. Дурочка пробирается внутрь, не понимая, что это ловушка для монстра. Через несколько секунд в животе монстра Рико понимает, что она в дерьме. Однако она выбирается оттуда, проткнув стенки желудка монстра. После того, как ей удается выбраться, похожие на кошек животные окружают ее, думая, что она их любимая еда. Вскоре она понимает, что ей нужно спасаться бегством, чтобы ее не съели. В отчаянии она падает в другую шахту и ползет, таща на себе Рега. По дороге она думает, что Рёк должен очнуться как можно скорее, ведь прошло уже 2 часа. Она добирается до выхода из пещеры, но пугается, увидев, что выход ведет вверх. Несмотря на это, она преодолевает подъем, несмотря на проклятие бездны, потому что ей нужно добраться до другой стороны. К концу подъема у нее начинаются галлюцинации, и они усиливаются, когда она видит свою мать, которая ей только кажется. На какое-то время она сдается, но возвращается к реальности, когда вспоминает, что Рёк не с ней. К несчастью, монстр, который напал на нее раньше, появляется снова, готовый свести с ней счеты. Рико в ужасе, но бросается вперед, чтобы выхватить у монстра меч, не замечая, что Рёк приходит в себя. В тот момент, когда монстр собирается напасть на Рико, Рёк быстро реагирует и бьет его кулаком в горло. Затем он забирает у Рико меч и использует его, чтобы отбросить монстра. Пока он пытается отдышаться, Рико обнимает его и благодарит за то, что он был рядом с ней. Она даже напоминает ему, что смогла добраться сюда только благодаря его помощи. Рёк чувствует то же самое, потому что Рико очень помогла ему. Проходит время, и Рёк звонит Рико и указывает ей направление к следующему слою бездны – чаши гигантов. Добравшись до чаши гигантов, Рёк проверяет воду, чтобы убедиться, что она пригодна для плавания. Он выясняет, что вода в чаше гигантов теплая, но Рико удивляется, почему здесь так влажно. Когда он говорит об этом, Рико начинает рассказывать ему историю о том, как в чаше гигантов образуется влага. Рико ведет их вперед, и Рёк боится, что на такой глубине им может грозить опасность. Однако он обещает защищать Рико и заботиться о ней, когда придет время. Позже в тот же день Рико устраивает привал в пещере, чтобы пообедать с Регом. Пока они едят, дети наблюдают за морскими чудовищами, плавающими в чаше гигантов. Рико продолжает рассказывать о разных видах чудовищ, но в какой
какой-то момент Рёк просит ее замолчать. Он уверен, что рядом с ними находится какое-то странное существо, которое двигается только тогда, когда Рико говорит. Рико думает, что это может быть белый свисток, но Рёк убежден, что это что-то похуже. Рико предлагает переместиться в другое место, и Рёк соглашается. Они осторожно перебираются через скалу, и Рико идет впереди, чтобы их не заметили монстры, которые могут скрываться поблизости. Однако, пройдя некоторое расстояние по воде, Рико бледнеет. Еще одна неприятная вещь, которую видит Рёк, это фигура, скрывающаяся за туманом. Рико пугается, увидев монстра, и умоляет Рега не вступать с ним в схватку. Монстр никто иной, как пронзатель сфер, известный своими ядовитыми шипами, способными пробить сталь. Рёк, не теряя времени, убегает с Рико на спине. Однако он едва успевает увернуться от точного удара монстра, несмотря на свою скорость. Пронзатель сфер отбрасывает в сторону огненный серп, чтобы Рёк не смог до него добраться. Это само по себе шокирует Рега, поскольку он понимает, что монстр обладает высокой интуицией. Как только пронзатель сфер готовится к атаке, Рико протягивает Регу реликвию, которая может отпугнуть чудовище. После использования реликвии монстр отступает, но Рёк замечает, что рука Рико заражена. Рёк впадает в панику, увидев, что у Рико идет кровь из руки, но он пытается остановить заражение. Пронзатель сфер снова нападает, и на этот раз он выглядит еще более разъяренным. Единственная мысль, которая приходит в голову Регу, это подняться на вершину, но он боится, что это может навредить Рико. Однако он вынужден подняться на вершину, когда пронзатель сфер снова атакует. После того, как они добираются до другой стороны, яд в теле Рико мгновенно начинает действовать. Однако проклятие из бездны заставляет яд выйти из тела Рико, но его действие продолжается. Из глаз и рта Рико, которая изо всех сил пытается выжить, течет кровь. В какой-то момент у нее начинаются галлюцинации, и она думает, что с ней все в порядке. Тем временем у Рика начинается нервный срыв, потому что он не знает, что делать. Ситуация ухудшается, когда Рик оборачивается и видит, что рана на руке у Рико сильно воспалилась. Он пытается снять с нее перчатку, но она кричит от боли. Она еще в сознании и просит Рика отрезать ей руку, чтобы не началось заражение. Рику не нравится эта идея, но он готов на все, потому что у него нет другого выхода. Рико снова умоляет Рика отрезать ей руку, потому что она не хочет умирать. Услышав это, Рик вспоминает, что он не сразу среагировал на нападение зверя. Он винит себя в том, что Рико сейчас в таком состоянии, и жалеет, что не смог лучше справиться с ситуацией. Когда он соглашается сделать то, что нужно, Рико просит его раздробить кость камнем, чтобы легче было резать. Сначала Рик думает об этом, но потом решает просто сломать ей руку, потому что у него нет другого выхода. После того, как он ломает кость, Рико теряет сознание и бледнеет. Рик отрезает ей руку, и в этот момент его окружают мухи. Он в ярости прогоняет их и возвращается, но видит, что Рико не дышит. Слезы застилают ему глаза, он не может поверить, что Рико мертва. Он громко кричит, и тут появляется кукла по имени Наначи и говорит, что Рико жива, просто ее сердце бьется очень медленно. Она учит Рика делать искусственное дыхание, чтобы оживить легкие Рико. После того, как Рёк успешно провел процедуру, Нанаки предлагает оказать Рико медицинскую помощь, чтобы ускорить выздоровление. Но рука уже не будет такой, как прежде. Затем она ведет его в свое логово, где находится различное снаряжение для пещерных рейдов и свистки. Рёк обращает на это внимание и спрашивает, кто такая Нанаки. Когда он задает вопрос, Нанаки представляется, называя себя пустотой. За несколько мгновений до того, как Нанаки представилась Регу, она стояла в стороне и наблюдала за тем, что происходило с Рико. Когда Рёк громко закричал, она пожалела его и пришла на помощь. Сейчас в настоящем времени Рёк умоляет Нанаки спасти Рико. После того, как Рико уложили на кровать, Нанаки разрезает веревку на руке Рико, чтобы яд не распространялся дальше. Сначала Рёк приходит в ужас, но успокаивается, когда Нанаки говорит, что есть способ продлить жизнь Рико. Нанаки использует свои медицинские навыки, чтобы извлечь осколки костей из зараженной руки Рико, чтобы ускорить процесс заживления. Она даже зашивает рану, чтобы рука осталась целой. После того, как Нанаки заканчивает, Рёк замечает, что опухоль немного спала. Он думает, что все хорошо, но его радость быстро проходит, когда он узнает, что Нанаки еще не остановила распространение инфекции. Нанаки спрашивает Рико, почему он не попытался отрезать ему руку по локоть. И тут Рёк признается, что Рико велел ему отрезать ей руку по запястье. Это заставляет Нанаки поверить, что Рико все еще хотел продолжить путешествие, несмотря на свое состояние. Когда она говорит об этом, Рёк приходит в замешательство. Затем он представляется и узнает, что Наначи все это время наблюдала за ним из-за кулис. Оказывается, это она была тем странным существом, которое Рёк заметил за несколько минут до того, как столкнулся с чудовищем. Это открытие немного злит Рега, и он спрашивает, почему Наначи ничего не сделала, чтобы помочь ему, когда на него напал зверь. Наначи улыбается в ответ на его вопрос и говорит, что она не хотела выдавать себя. По ее словам, она пожалела Рега, потому что Рико тогда был при смерти. В
В этот момент Рёк слышит странный звук, доносящийся из соседней комнаты. Наначи отвечает, что в соседней комнате живет ее соседка по комнате и представляет Рега Миди, которая выглядит очень странно. После этого Наначи отвечает на его вопрос, говоря, что Миди такая же, как и она сама. Пустота – это термин, которым называют людей, которые становятся жертвами подъема на 6-й уровень бездны. По словам Наначи, при подъеме на 6-й уровень человек постепенно теряет свою человечность. Хотя этот термин пугает Рега, он отмечает, что Наначи все еще сохраняет свою человечность. «Я исключение из всех исключений», – отвечает Наначи, гладя Миди по голове. Затем она приводит это в качестве доказательства того, почему она не хочет раскрывать себя посторонним. После того, как она все объяснила, она дает Регу список лекарственных средств, которые помогут Рико выздороветь. Глядя на список, Наначи говорит Регу, что у Рико осталось совсем немного времени. Это заставляет Рега отправиться на поиски необходимых лекарств. Пока он этим занимается, Наначи смотрит на белый свисток, который держит Рико. При виде свистка Наначи вспоминает, как в прошлом она сама была под контролем такого же свистка. А в настоящем Рик пробирается через лес, собирая все, что указано в списке. Среди прочего там есть и рыба, и яйца, и даже зараженное грибком мясо домашнего скота. Получив последний предмет, он бежит к логову Наначи, думая, что уже опоздал. Добравшись до места, он видит, как Наначи снимает шорты с Рико. Сначала он неправильно все понимает, но потом осознает, что Рико намочила свои трусики, когда на нее напал Ок. Через некоторое время Наначи достает зараженное грибком мясо и прикладывает грибы к ране Рико. По ее словам, грибы вступят в симбиоз с Рико, чтобы помочь ей залечить раны и остановить разложение плоти. Однако она собирается приготовить из рыбы и других продуктов, которые принес Рик, ужин для себя. Когда Рик узнает об этом, он злится, потому что потратил время, пытаясь раздобыть все это. Тем временем Наначи прямо говорит ему, что ей нужно подкрепиться, пока она ухаживает за Рико. Через некоторое время Наначи заканчивает процедуру с грибами, а Рик радуется, что Рико скоро поправится. Он забывается и пытается обнять Наначи, но у него ничего не выходит. Вместо этого Наначи протягивает ему испачканное мочой нижнее белье и просит постирать его. По дороге к ближайшему источнику воды он вспоминает Лизу. Только прикосновение Наначи заставляет Рига понять, что он просто замечтался. Придя в себя, он понимает, что смотрит на мокрые шорты Рико. Когда Наначи уходит, Рёк задается вопросом, что же он видел раньше и чей голос он слышал. В тот вечер Миди выходит из своей комнаты и медленно подходит к кровати Рико. Она садится рядом с ним и, глубоко вздохнув, пристально смотрит на него. На поверхности Киюи лежит в постели, слабый и изможденный, а доктор и Джироу пытаются понять, что с ним происходит. Доктор предлагает отвезти Киюи в медицинский центр, и Джироу соглашается. По дороге Шиги и Нет спрашивают, что случилось, но единственное, что они слышат в ответ, это то, что Киюи переводят в другое место. Когда Джироу уходит с Киюи, Нет задается вопросом, правда ли то, что он рассказал Регу о детях, умирающих в день своего рождения. На улице Джироу рассказывает доктору о странной болезни, которая поражает детей в день их рождения. Он считает, что эта старая история абсурдна, но не может поверить, что это правда. Через некоторое время он заходит проведать Киюи и видит, что тот полностью выздоровел без помощи доктора. Джироу и доктор потрясены, они не могут понять, что происходит. Доктор развеивает их сомнения, предполагая, что Киюи каким-то образом излечился в бездне. Тем временем Рёк возвращается в дом Наначи, предварительно постирав шорты Рико. Войдя в дом, он пугается, увидев Миди, сидящую на Рико. Сначала он думает, что Миди хочет съесть Рико, но тут появляется Наначи и все объясняет. Рёк успокаивается, когда Наначи говорит ему, что Миди привязалась к ней. По ее словам, Миди была прекрасной девушкой до того, как утратила свою человечность, и именно благодаря ей она смогла избавиться от яда Рико. Оказывается, ее организм нейтрализует токсины, и Наначи воспользовалась этой способностью, чтобы вылечить Рико. Из чистого любопытства Рёк снова спрашивает о пустоте, но Наначи отказывается объяснять, откуда она родом. Она чувствует, что Рёк, узнав правду, захочет ее спасти. Когда Наначи заканчивает готовить, Рёк смотрит на еду и понимает, что она ему не понравится. Попробовав ее, он сразу же чувствует тошноту от того, насколько она отвратительна на вкус. Наначи чувствует себя неловко, потому что она не очень хорошо готовит. Тем временем Рёк зацикливается на мысли, что Рико может умереть, если съест такую еду. В тот вечер Рёк начинает расспрашивать Наначи и просит объяснить, что такое проклятие бездны и как его снять. Сначала Наначи не хочет говорить об этом, но уступает, когда Рёк становится настойчивее. Прямо у ее дома она объясняет с помощью тонкого прозрачного материала, что такое проклятие бездны. По ее словам, бездна позволяет людям легко проникать в нее, но проклятие начинает действовать, когда человек нарушает его. В какой-то момент Наначи говорит Регу, что проклятие невозможно снять. Однако Рёк удивляется, почему проклятие не действует в доме Наначи. Когда он спрашивает об этом, Наначи отвечает, что ее дом – одна из безопасных зон, не подверженных проклятию. Именно в этот момент Рёк замечает сходство между домом Наначи и лагерем искателей. Далее Наначи рассказывает
рассказывает об искателе, утверждая, что у него нет особой интуиции. Она добавляет, что этот монстр может предсказывать будущее, и это делает его опасным. Это само по себе пугает Рега, потому что ему придется сражаться с другими существами, которые тоже могут предсказывать будущее. Затем он спрашивает, почему пещерные разбойники продолжают спускаться в пропасть, если они знают, что там их поджидают мерзкие твари, такие как пронзатель сфер. Наначи улыбается и говорит, что это от тоски. Затем она берет шлем Рега и вставляет в него коммуникационный артефакт. Тем временем Миди проникает в сознание Рико и пытается разделить с ним его боль. Вечером, когда начинает темнеть, Рёк по указанию Наначи подходит к кубкам. Там он видит черный свисток, который вот-вот будет уничтожен пронзателем сфер. Рой впадает в панику, когда видит перед собой пронзателя сфер, но черный свисток приказывает ему бежать, думая, что он всего лишь ребенок. Наначи в этот момент берет под контроль Энрика и приказывает ему делать то, что она говорит. Сначала Рёк пытается сопротивляться, но уступает, когда понимает, что не сможет победить пронзателя сфер в одиночку. По приказу Наначи Рёк поднимает голову и замирает. Это сбивает с толку пронзателя сфер, и Рёк хватает его за нос. По словам Наначи, нос — это то, что позволяет монстру предсказывать будущее и даже чувствовать силовое поле пропасти. Она даже говорит Регу, что теперь, когда монстр уязвим, он может его избить. Помня об этом, Рёк вспоминает, через какую боль прошел Рико из-за пронзателя сфер. Он готовится выпустить мощный лазерный луч, но когда он стреляет, монстр жертвует своими шипами, чтобы спастись. Когда рассеивается дым, Рёк замечает, что пронзателя сфер уже нет. Наначи говорит ему, чтобы он уходил, но он остается, чтобы послать сообщение Джирва с помощью черного свистка. После этого он уходит и тайно встречается с Наначи в лесу. Здесь Рёк улыбается, потому что то, что он сделал с пронзателем, было круто. Но Наначи портит ему настроение, когда просит убить Миди за нее. В прошлом, когда Миди стала жертвой эксперимента, Наначи помогла ей сбежать из исследовательского центра в одном из слоев бездны. Тогда из тела Миди текла кровь, и Наначи стало ее жаль. Наначи ненавидела то, что ее босс делал все, что ему вздумается, а Миди приходилось расплачиваться за это. В настоящем Рёк в шоке от того, что Наначи просит его сделать. Он теряет сознание, и Наначи приходится нести его на себе. По дороге она пытается понять, что с ним случилось, но вскоре приходит к выводу, что он потерял сознание из-за лазера, которым он выстрелил в пронзателя. Несколько лет назад Наначи была в лагере для сирот. Несмотря на то, что она была там одна, она хотела исследовать знаменитую бездну. Однажды в лагерь пришел белый свистун по имени Бандрут и попросил добровольцев, которые были бы достаточно храбры, чтобы отправиться с ним в бездну. Наначи была одной из тех, кто вызвался отправиться в путешествие, а также девочка по имени Миди. Со временем детей, как сардины в банке, запихнули в корабль и отправили в бездну. Тогда Миди заметила Наначи на корабле и поздоровалась с ней. Наначи была угрюмой, потому что сверстники часто плохо с ней обращались. В итоге она подружилась с Миди, которая была единственной, кто хорошо к ней относился на корабле. Во время путешествия Наначи научила Миди всему, что знала об Абисе. В какой-то момент корабль прибыл в пункт назначения. Там Миди увидела красивое силовое поле и была очарована им, а вот Наначи очень испугалась разноцветных огней. Однако она почувствовала себя лучше, когда Миди сказала ей, что все будет хорошо. Шли дни, и Наначи рассказывала Миди все, что знала об Абисе. Миди, казалось, всегда была заинтересована в том, что говорила Наначи, и всегда внимательно слушала. Однажды в их комнату вошла Бандрут и позвала сироту по имени Илиум на медицинский осмотр. В ее отсутствие Наначи и Миди беспокоились о том, что скоро наступит их очередь. Однажды ночью Бандрут вошла в комнату и разбудила Миди, чтобы провести медицинский осмотр. Когда Миди вышла из комнаты, Наначи стала умолять Бандрут взять ее тоже, но та отказалась, добавив, что ей нужно набраться терпения. Из-за любопытства Наначи не могла уснуть и, выскользнув из комнаты, отправилась на поиски Миди. По пути она подслушала разговор Бандрут с черным свистуном. И тогда она узнала, что детей используют для эксперимента. Это напугало Наначи, потому что она знала, что жизнь Миди в опасности. Она побежала искать Миди и нашла ее в специальной комнате, где ее готовили к спуску на нижний уровень Абиса. Прежде чем она успела осознать, что видит, в комнату вошла Бандрут и стала готовить ее к тому же эксперименту. Бандрут намеревается проверить, насколько человек теряет свою человеческую сущность, когда поднимается на 6-й уровень бездны. По его приказу Миди и Наначи спускаются на нижний уровень 6-го уровня. Однако, поднимаясь на 6-й уровень, Миди и Наначи начинают терять человеческий облик. Во время их трансформации Миди кричит от боли и умоляет Наначи убить ее. Добравшись до корабля, Бандрут улыбается, видя, что Наначи сохранила свою человеческую сущность, несмотря на то, что превратилась в животное. Через несколько дней после этого Бандрут приходит в комнату Наначи и рассказывает ей об эксперименте, который он провел над Миди. По его словам, Миди потеряла свою человеческую сущность, но обрела бессмертие. Увидев Миди, Наначи приходит в ужас от ран и боли, которые та перенесла во время эксперимента Бандрюда. Слезы в глазах Миди заставляют Наначи
тоже плакать, несмотря на бессмысленную лекцию Бандрюда. Однажды она не выдерживает страданий Миди и помогает ей сбежать с корабля. Сбежав, Миди находит убежище в оранжерее и ухаживает за ней. Со временем Наначи устает от страданий Миди и пытается покончить с ее жизнью. Все попытки оказались безуспешными, но она не оставляет надежды найти менее болезненный способ покончить с жизнью Миди. В настоящее время Рёк слушает рассказ Наначи о ее прошлом, об Бандрюде и Миди. Затем Наначи рассказывает о реликвии, принадлежавшей пещерному разбойнику, с помощью которой был уничтожен один глаз Миди. Она считает, что Лазар Регги справится с этой задачей, так как его действия гораздо сильнее, чем у той реликвии. Но даже это не останавливает Рега, он против убийства Миди, потому что чувствует, что в ее искалеченном теле еще осталась человечность. Затем Наначи просит Регину дать ей время подумать о том, как убить Миди. Наначи соглашается и дает ему время подумать. Она даже извиняется перед ним за то, что неожиданно попросила его об этом. В ее отсутствие Рёк размышляет о том, какой была бы жизнь Наначи, если бы ей удалось убить Миди. На следующий день Рёк, глядя в глаза Миди, выглядит потерянным. Он возвращается к реальности, когда узнает, что Наначи снова хочет приготовить еду. На этот раз он забирает у Наначи все кухонные принадлежности и сам готовит еду. Когда он заканчивает готовить, Наначи смотрит на еду и думает, что она будет невкусной. Попробовав первую ложку, Наначи говорит Регу, что его стряпня хуже, чем ее. Даже после того, как Рёк пробует свою еду, он ругает ее и называет несъедобной. В тот вечер Наначи читает Миди сказку на ночь, прежде чем сама ложится спать. Рёк, который находится в соседней комнате, наблюдает за этим и продолжает гладить Рико по голове. В какой-то момент он видит, как Миди выползает из соседней комнаты, а Наначи уже спит. В этот момент он начинает сомневаться в просьбе Наначи и думает, не стоит ли оставить все как есть. На следующий день Рёк встречает Наначи у ручья и пытается отговорить ее от убийства Миди. Наначи не сдерживается и говорит Регу, что она умрет через несколько лет. Если она умрет, Миди останется один на всю вечность, а она не хочет этого. Рёк шокирован этой мыслью, потому что Миди все еще страдает. То, что Миди не может выразить свои чувства, так беспокоит Реда, что он соглашается на убийство. Однако он обещает убить Миди при условии, что Наначи не станет лишать ее жизни после того, как Миди умрет. Позже в тот же день Наначи выводит Миди в поле, чтобы Ред мог превратить ее в пыль. После того, как Наначи заканчивает, она гладит Миди по голове и обещает встретиться с ней на том свете. Когда приходит время Миди умирать, Ред колеблется, и даже Наначи умоляет его остановиться. Наначи плачет, подбегает к Миди и обнимает ее в последний раз. Она крепко прижимает Миди к себе и благодарит ее за то, что они были вместе. Когда она заканчивает, он всхлипывает и говорит Реду убить ее. На этот раз Ред плачет, когда его лазер включается. Слезы Наначи становятся еще сильнее, когда Ред успешно превращает Миди в пыль. Из-за этого Ред утешает ее и просит не расстраиваться. На следующий день Ред просыпается после того, как ему приснилась Лиза, которая угощает его едой. Бесчувственный ублюдок приходит в себя и видит, что Рико жива и в сознании. Рико выглядит взволнованной, когда видит, что Ред проснулся, но у нее еще недостаточно сил, чтобы обнять его. Когда приходит время готовить, Рико присоединяется к Наначи на кухне и дает указания, как приготовить еду. В конце концов, еда получается вкусной, и Наначи съедает ее первой. Реду, напротив, нравится еда, потому что он скучал по блюдам Рико. Когда Рико почти заканчивает есть, она спрашивает о другом человеке, который раньше жил в этом доме. Ред и Наначи шокированы, потому что Рико никогда не видела Миди. Когда ее спросили, Рёк утверждает, что кто-то разделил с ней ее боль, когда она была в коме и видела дурной сон. Пока Рико рассказывает об этом, Наначи едва сдерживает слезы. Но когда Рико говорит, что она может снова увидеть Миди, Наначи не выдерживает и начинает плакать. Рёк, в свою очередь, защищает способности Рико, говоря, что она умерла и была возвращена к жизни, когда была еще младенцем. У него есть основания полагать, что жизнь Рико тесно связана с бездной, поскольку именно реликвия вернула ее к жизни. Услышав это, Наначи улыбается и просит Регу успокоиться. Она добавляет, что он должен заботиться о Рико, и уходит за водой. В ее отсутствие Рёк рассказывает Рико обо всем, что произошло, пока ее не было. Вечером Наначи ведет Рико к горячему источнику, где она может помыться. Вода в источнике теплая. Рико заходит в воду и уговаривает стеснительного Рега присоединиться к ней. В этот момент гормоны берут верх над Рико, и Наначи, стоя в стороне, смеется. Позже вечером Рёк укладывает Рико на кровать, чтобы Наначи могла вытащить грибы из ее руки. Рико стонет от боли, когда Наначи вытаскивает грибы из ее руки, и даже писается от боли, когда терпеть становится невмоготу. На следующий день она пытается пошевелить рукой, но когда ей это удается, она приходит в восторг. Рёк наблюдает за ней и извиняется за то, что сделал слишком глубокий надрез. Рико успокаивает его и напоминает, что он всегда был рядом с ней. Он говорит, что она жива, потому что защищала его, и шрам на ее руке тому доказательство. Эти слова успокаивают Рико, который раньше винил себя в состоянии Рико-младшего. В это же время на место происшествия прибывает Наначи, и Рико просит ее присоединиться к их путешествию. Даже Ред молчит, ожидая ответа Наначи. К счастью, Наначи соглашается присоединиться к ним, и Рико очень рад, а Рико-младший еще больше взволнован, ведь Наначи помогла спасти Рико-младшего. На следующий день группа собирается покинуть дом Наначи. Пока они готовятся, Рико и Рико-младший пишут письмо, которое нужно отправить на поверхность. Письмо успешно преодолевает третий слой бездны.
Когда оно достигает второго слоя, Марулк забирает его и укрепляет упаковку. Затем Марулк отправляет письмо на поверхность, где Азан улыбается, зная, что Рико-младший жив. В конце концов, письмо достигает поверхности и попадает в руки Ната. Он относит его в ОРТ-Сити, где они с Шиги читают его содержимое. Тем временем Наначи в последний раз оглядывает свой дом, надеясь, что у нее будет будущее с Рико и Рико-младшим. В другом месте Бандрут рассматривает какие-то знаки на стене и замечает, что знак Миди больше не светится. Понимая, что Наначи нашла в себе силы прекратить страдания Миди, он улыбается и молча желает снова увидеть